Мы приезжали лишь на время, но изменились навсегда. Все и каждый миг здесь проведенный мы пронесем через года. Мы пронесем через года. Меня зовут Рубен Дарио Флорес, просто Рубен. Я колумбиец. Колоритная Колумбия – родина литературного гения Габриэля Гарсия Маркеса. Гарсия Маркес любим россиянами не меньше, чем Пушкин и Толстой, почитаемы колумбийцами. Поэтому верным будет заметить, что Россию и Колумбию, помимо прочего, сдружила литература. Выпускник Российского университета дружбы народов Рубен Дарио Флорес – один из тех людей, благодаря которым отношения между нашими странами продолжают неизменно расширяться. Доктор исторических наук, филолог, языковед, наставник крупнейших университетов Колумбии, директор Института русской культуры Лев Толстой в столице Колумбии Боготе, поэт, публицист, переводчик, автор нескольких книг, культурный и общественный деятель. И это далеко не полный список профессиональных ипостасей Рубена. А с 2012 года стал полномочным министром-советником посольства Колумбии в Российской Федерации. В 1976 году Рубен заканчивает школу. С отличием. Я как раз только родился. Ну, у нас вот такая 70... разный взгляд на мир, это хорошо. В 1977-м уезжает и поступает в Россию. Рубен, почему именно Россия? Ну, Россия, потому что я человек, который очень любит литературу. И в доме отца была большая библиотека. А в библиотеке два томика, один томик, помню очень хорошо, с переводом на испанский язык «Войны и мира». Это мне было 13 лет, когда я стал читать вот этот великий роман эпопеи. Но потом в Колумбии всегда с большим интересом относятся к России, к достижениям в науке, тогда к достижениям в космосе. И Россия занимает первое место по площади в мире. И я думаю, что вот этот интерес, и интерес к культуре России, и интерес к действительности, к России привело меня сюда. И стал я студентом на факультете, на историко-филологическом факультете. А что ты знал о России до твоего приезда? И изучал ли ты какие-то особенности? В России, как в Колумбии в те годы, в годы моей, когда мне было 15-16 лет, остались остатки холодной войны. И, конечно, через эту призму смотрели на Россию. Но тоже были в доме, среди своих друзей, другие представления о России. Вот поэтому у меня всегда было такое отношение к России, к стране великой культуры, к стране, где происходят невероятные вещи, как освоение космоса. Но потом, когда я уже находился в России, стал с русскими людьми, с людьми, которые имеют менталитет вот этой страны, и Россия стала по-новому открываться. Ваши ожидания в момент приезда оправдались? Совпало то, что вы изучали, то, что вы слышали, и то, что увидели в первые дни? На этот период, когда я приехал сюда, я знал, что в России есть люди, которые любят преобразование. И Толстой любил преобразование. Ленин любил преобразование. Но, с другой стороны, в России очень много верующих людей. Потому что постоянно в русских классиках вот это вопрос, вечный вопрос об смыслах жизни, такой метафизический вопрос, это постоянная тема русской литературы. Поэтому как бы эти две вещи, казалось бы, несовместимых. С одной стороны, люди, которые против всего,
как анархисты, как Ленин. Но, с другой стороны, вот это желание преобразования, меня это, конечно, меня очень притягивало. Когда я приехал в Россию, в Москву, это была прекрасная пора, потому что приехал я, если моя память не обманывает сейчас, но это я точно помню. Я приехал летом, поэтому синего неба. Потом это было 25 августа, да, я узнал. Да, лес, вот эти березы, вот это как бы шаблон. Но на самом деле это есть образ России. Вот Москва встретила меня шаблонным прекрасным образом России. Кто тот самый первый русский, с которым вы познакомились и с которым дальше вы продолжали обучение? Но не могу сказать, что это первый студент из России, с которым я познакомился. Но у меня остались с тех пор очень хорошие отношения с русскими ребятами, которые учились на филологическом факультете. Андрей Попов и Эрлан из Казахстана. Еще есть Эдуард Толстун из Украины. Ну, тогда это Советский Союз. Хорошие друзья. Я помню, что очень прекрасно помню, как мы сидели с Эдуардом и слушали, тогда катушечная система была, и слушали песни Высоцкого. Я помню, час зачатия я помню не точно. Значит, память моя однобока. Вот это я еще помню. И зачатие я был ночью порочно. Вот вся эта прекрасная лексика жаргонная Высоцкого я запомнил, да. А много свободного времени было в момент учебы? И чем вы занимались в свободное от учебы время? Музеи, театры? Ну, было разное, да. Значит, с девушками, потому что я был из Латинской Америки, значит, определенный образ молодых людей из Латинской Америки. Так горячий колумбийский парень. Горячий парень из Колумбии, так что это тоже было, да. Но друзья приглашали в свои дома, в отличие от того стереотипа, от того шаблона, который насаждают на Западе, потому что это существует. И идеология это существует, это имеет место и тогда, и сейчас. Идеология Запада против России. Это есть. Это я помню еще с времен, когда я читал «Войну и мир». Там есть большой прием в Питере, в одном особняке в Питере. И там Анна Шерер, такая дама из высшей аристократии, говорит: вечная Англия, она всегда смотрит задние мысли на душе нашего великого императора. Так что вот в отличие от всех этих стереотипов, я нашел в Москве прекрасных людей, с которыми я общался. Были, конечно, и моменты сложные, когда всегда они существуют во взаимоотношениях между разными культурами. Но я могу сказать, что в Москве того времени я нашел прекрасно образованных людей, хороших друзей, которые у меня остались до сих пор. Рубен Дарио начинает учить русский язык, русскую классику, философию, филологию, да. Историю. И буквально через 2-3 года Рубен уезжает в стройотряд. Строить БАМ. Через 3 года, да. Значит... Каково это? Я помню длинную поездку. Значит, когда говорят «необъятная Россия», это на самом деле так и есть, тогда я испытывал вот ощущение этого огромнейшего простора великой России. Вот и в переносном, и в прямом смысле. Потому что 4 часа я летел. 4 часа. Это как бы с одной концовки Америки северной
в другую концовку Андской конца Америки. до другого. С одного конца в другой. Да. Это для меня невероятное впечатление. Это для меня как бы открытие нового мира. Потом это не просто 4 часа, не только 4 часа летели. Потом 12 часов мы ездили на поезде. Я сел на поезд. И пришли в такое экзотическое место для меня. Еще помню, запомнил с тех пор навсегда. Усть-Кут. И потом 2 месяца я работал обычным рабочим. Потом что-то не связывалось. Потому что я сравнивал, и я в своей, по той информации, которую я имел о Сибири, это огромнейший район, очень холодных температур. А такая красота. Утром в 9 часов горизонт там смотрится, огромнейший горизонт, а в середине как бы стоит солнце. Солнце, палящее солнце. Вот такое у меня представление или вспоминание о том времени, когда я работал в Сибири на строительство Байкало-Амурского магистрала. А сама работа была тяжелой? Как сказать, тяжелая, да, могу сказать, что не легкая работа. Помнишь, кто с тобой был в одном отряде? Какие национальности, страны? В основном из Латинской Америки, я помню. Но это другая группа. Но я работал в группе, где одни русские из Москвы. Это я помню. Потом, да, нелегкая работа на самом деле. Но это тоже опыт. Я приобрел такой опыт, на который я смотрю как бы положительно, да, позитивно. Я вижу, что ты очень хорошо говоришь по-русски. И замечаю, что ты не переводишь слова. Ты думаешь на русском языке. А вот тяжело ли изучать сразу несколько языков? Я считаю, что это вопрос науки. Это очень серьезный научный вопрос. Как человек, который владеет определенной лингвистической системой, и ведь испанский язык сильно отличается от русского языка, потому что произношение совершенно другое. У нас нет таких звуков, как «ы», как «л», нет мягких, твердых знаков. И это создает определенный мозговой, значит, имеется мозговая структура или система, нейронная система, по-разному образуется, по-разному воспринимает звуки внешнего мира, когда ты говоришь на одном языке. Но когда человек говорит на втором языке, который он сознательно, целенаправленно стал учить, происходят определенные процессы в мозговых нейронных структурах. Почему? Я не нейролингвист, я лингвист. Но я могу сказать, что понимание внешнего мира, отношение к внешнему миру, к стимулам, к сигналам внешнего мира по-другому совершенно становится, когда учишь второй язык. Я думаю, что знание русского языка плюс знание романского языка даст человеку новые инновационные возможности для понимания мира. В России есть такое выражение «круглый отличник». Человек, который неизменно показывает высокие результаты в учебе. А как это на испанском «круглый отличник» будет? Такого нет? Эквивалентного нету. Но экселенте, un estudiante excelente. Но круглый это как шарик, значит. Но это как раз про тебя, потому что с отличием школу окончил, затем красный диплом университета, затем диплом переводчика с отличием. А легко ли быть круглым отличником? И много ли усилий нужно прикладывать, чтобы этого достичь? Или это происходит само собой? Нет, отнюдь не само собой.
Вот я выбрал профессию филолога. Все говорили, что русский язык – это что за профессия, русский язык? Но я упорный человек. И не то, что я хотел себе доказать, что я смогу выучить такой сложный язык. Просто я хотел доказывать другим, что русский язык – это прекрасный язык, как испанский. Я думаю, что это как бы субъективный момент. А потом мне повезло, что я стал заниматься этими дисциплинами, стал учить русский язык в Москве. И в Москве обожают вот русский язык. Это очень характерная черта. Хотя есть многие скептиков, хотя очень многие, которые... Но во многих странах есть люди, которые со скепсисом относятся к своей собственной культуре. Но я один из тех как бы оптимистов, который решил, что я докажу, что со своей профессией я много чего добьюсь в жизни. Но я говорил, что мне очень круто повезло, круто, как сейчас говорят в России, круто мне повезло, потому что здесь столько театров, столько людей, которые рассказывают бесконечные истории, когда сидишь со своим приятелем за водкой, и они рассказывают бесконечные анекдоты. Как не учить русский язык? Как не учить русский язык, когда есть прекрасные сцены в Москве, где постоянно ставят пьесы Чехова, пьесы Островского. И это, конечно, есть как один лингвист. И есть определенная семиосфера, определенное пространство языка, в которое ты погружаешься. Поэтому и легко, и совсем очень сложно было, потому что я испаноговорящий, я повторяю, и это совершенно и звуки, и лексика, все это отличается. Много стихотворений переведено на испанский язык тобой. И есть, наверное, самое любимое, самое популярное на русском и на испанском. Хотя бы пару строчек. Да, я сделал перевод стихов Пушкина, 2 переиздания. И это часто цитируют мои переводы, мои стихи на испанский язык с русского, стихи Пушкина. Я хочу сейчас, я прочту на испанском языке мой перевод очень известного стихотворения Пушкина. «Yo la amé, y ese amor tal vez está en mi alma todavía. Pero confundirla más no quiero, que no le traiga pena este amor mío. Yo la amé sin esperanza, sin voz, con locura, por los celos consumido. La amé tanto que ojalá Dios lo quiera y otro amor le tenga como el mío». Но наверняка угадали, я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим я вас и любил. Так искренно, так нежно, когда и вам Бог, любимый, быть другим. Но я очень люблю русскую поэзию, потому что это унаследовано от отца. Он так и, как мою мать, мою маму, он так и как обвораживал своими стихами. И у меня есть стихи, которые написаны отцом моей матери. И, видимо, это все перешло к мне, и я очень люблю поэзию. И еще раз я говорю, что мне круто повезло, когда я приехал учить русский язык в Россию. Потому что это страна, которая все время мечтает стихами. Все время даже геологи пишут стихи. Есть такая традиция, когда геологи у костра, они поют свои песни в России. Мне геологи кажется, еще, кроме песен, еще и анекдоты любят. Я тоже знаю анекдот. У тебя есть любимый анекдот? Пророческий анекдот, но очень много.
Но я попробую тебе расскажу пророческий анекдот. Почему так я и называю? Но это было в конце прошлого века, очень давно. Мне было 18 лет, 19 лет. И я помню, как всегда в России этот политический юмор, он очень творчески относится к политическому юмору. И в это время расцветала. Она была Мадонной, примадонна, но первой певицей, как и сейчас, русской эстрады. Я про Аллу Пугачеву. И тогда в Москве ходил анекдот о том, что какие-то археологи, такая обстановка анекдота, археологи нашли кладбище. Это прогноз на будущее, как будто это анекдот происходит в будущем. И археологи нашли кладбище, и на кладбище надпись. Они расшифровывали эту загадочную надпись и перевели на русский язык, потому что это очень солидная, такая мраморная конструкция, солидный памятник. И читают то, что написано. Здесь Леонид Ильич Брежнев – непосредственная политическая фигура, который жил во времена Аллы Пугачевой. Да. Тогда мне очень интересно было, как, хотя потом стали по-другому, я, конечно, к личности этого политика, общественно-политического деятеля сейчас по-другому смотрят на правление и очень положительно пишут о нем. Но тогда вот такой анекдот ходил. Как ты относишься к русской кухне? Вот я умею готовить борщ. Но я целый день я на кухне и готовлю этот борщ. Но у меня получается нормально, да. А жена тоже готовит? Жена, она умеет готовить прекрасно, она очень вкусно готовит. Какое-то русское блюдо она тебе готовит регулярно? Хотя она художница, да, она любит готовить, но творчески. Она творчески относится, у нее иногда такие, скажем, шедевры кулинарии. Но так как она любит экспериментировать, все время смешивать, тоже получаются фиаско. Такие неудачи, но художественная натура. А как вы познакомились, ты помнишь? Да, я тогда только что поступил в университет по конкурсу. Это такой очень жесткий конкурс для поступления в Национальный университет Колумбии. И прошел семестр, квартал, как говорят в России. И я стал ходить на факультет искусств, потому что там самые красивые девушки факультета в богате. И это было, извиняюсь за шаблонное выражение, это была любовь с первого взгляда. Потому что я стал смотреть на нее, она так цепилась глазами на меня, и вот до сих пор. У нас двое детей. Да. Двое детей, мальчик и девочка. Рубен Сантьяго. Рубен Рубенович. Да, вот так получается по-русски, Рубен Рубенович. Рубен Сантьяго, который прекрасно переводит с русского. Он тоже знает русский язык. Да, потому что я работал совсем недавно дипломатом, колумбийским дипломатом в Москве. Я был полномочным министром-советником. И они здесь 4 года ходили в русскую школу. Мариана тоже очень хорошо общается по-русски. Вот так что... Дома удается поговорить по-русски? Иногда. Но тоже на испанском, потому что Колумбия – это испаноязычная страна. Не все знают, что Колумбия – это страна, где родился Гарсия Маркес, которого уважают и любят в России, автор «100 лет одиночества». И Колумбия – это испаноязычная страна, 50 миллионов человек. И Гарсия Маркес, он стал таким крупным журналистом именно в Боготе, где мы живем. И как я говорил про Россию, про Москву, что здесь в Москве прекрасный уровень культуры речи,
и очень любят метким словом в анекдотах и в рассказах. Да, в «Богате» то же самое. Поэтому дома и говорим на испанском языке, иногда тоже на русском языке. Тебе приходилось читать сказки Пушкина детям? Но я им не читал. Преподавательница здесь, учительница читала им сказки. Я помню, я занимался с ними. Я таким уставшим приезжал с работы, потому что дипломатическая работа очень требовательная. И я организовывал 20 мероприятий каждый год. Это получается 100 мероприятий коллективных, массивных, подготовки экономических комиссий. Я подготовил документы для подписания нашим министрам иностранных дел, документы о сотрудничестве в области культуры, который сейчас и действует. Значит, я приходил таким уставшим, и Рубен подходит к мне: «Папа, надо вот эту грамматику русского языка». Мы их стали называть орфограммы, оркограммы. Орко – это такое чудовище, да, в фильмах. И орфограммы, которые надо было составлять, это стали наши оркограммами. Вот, и они занимались грамматикой, и они учили, и выучили наизусть стихотворение Лермонтова про демон. Есть такое стихотворение. «И белеет парус одинокий в тумане». Вот тоже они учили. Так что школа дала им вот эти знания. Школа здесь, в Москве. Мы очень плавно перешли к дипломатической службе. Филолог, лингвист, и вдруг становится дипломатом. Как это произошло? Ну, после того, как я приехал в Колумбию, и как я закончил факультет здесь, историко-филологический факультет, это уникальная площадка, потому что, я имею в виду РУДН, потому что вот взгляд на мир, на глобальный мир открылся для меня именно в РУДН. Мы стали глобалистами. Но глобализм – это такое слово, которое говорит о том, что мир един, что в коммуникационном плане, в культурном плане, в информационном плане составляет глобальную систему. Я думаю, что мы стали первыми глобалистами, аутентичными. Те молодые люди, которые учились в России тогда. Потому что вот говоришь на русском, потом арабскую речь, я до сих пор мархаба, кейфахарук, да, вот все эти слова, выражения. И это, может быть, это кажется незначительным явлением, но когда слушаешь столько иностранных речей, создает определенное видение мира. Это создает определенный подход к миру. Вот они со своими проблемами, со своими политическими ситуациями в арабских странах. Вот вопрос о геополитике, который, обывателю, это, кажется, это не имеет отношения к мне. Вот здесь, в РУДН, в Москве, мы стали этим заниматься. И я думаю, что это стало как бы подготовка для дальнейшей дипломатической карьеры. Но потом я хотел как бы представить Колумбию в России, рассказывать о Колумбии в Москве. И, естественно, я стал филологом. И филолог – это человек, который любит язык как средство общения. И я стал рассказывать о России в «Богате». Мы организовали 2 крупнейших выставки с поддержкой Центрального банка Колумбии. Я был соучастником этого большого проекта в начале этого столетия. Мы привозили 65 икон из Третьяковки галереи. Эта выставка в библиотеке имени Луиса Анхеля Аранго при поддержке Центрального банка Колумбии стала крупнейшим событием в Латинской Америке. 170 тысяч людей посещали эту выставку икон на протяжении 4 месяца. Трудно быть дипломатом?
Да, трудно, потому что надо уметь точные, правильные, своевременные слова. Надо быть очень дискретным человеком. Сейчас я много рассказываю. И я думаю, что дипломат, который не умеет свой язык контролировать, это не дипломат. Не дипломат, хотя иногда приходится весомое слово говорить. Но я думаю, что дипломатия – это отрасль тонкостей. Надо очень много думать и очень четко и мало говорить. Рубен, ты являешься автором и вдохновителем многих проектов, касающихся культурного, образовательного, делового сотрудничества между Колумбией и Россией. И в 2010 году тебя по достоинству оценили и наградили орденом Дружбы народов за вклад в развитие культурных связей между Колумбией и Россией. Ты помнишь этот момент? Да, я отчетливо помню этот момент. Я был в Кремле. Это было, отмечали День национального единства. День народного единства. Да, народного единства, да. Значит, конечно, каждому человеку попасть в Кремль – это событие в жизни. И я еще понимаю, с каким трепетом в России относятся к сердцу столицы и, само собой, к Москве. И Кремль и Москва – это единое целое. Это такой эмоциональный символ для России, для всего мира. Момент помнишь, когда тебе вручали знак? Я помню такой забавный момент, потому что я волновался, это объявляют. Там диктор специально таким очень голосом, особым голосом диктора, он читает твое имя, твою фамилию. И это такой момент, переживаешь, что слушаешь твое имя в залах, в Георгиевском зале Кремля. Это незабываемый момент. Но получился такой забавный момент. Очень долго тренировали, 5 минут тренировали каждого, чтобы как стоять, как туда к президенту зайти в зал и подниматься туда, где будут тебе вручать медаль. Значит, я все это очень обращал внимание на все эти советы, как надо, на все эти инструкции. Значит, меня звали. Мне дали возможность читать небольшое выступление, 2 минуты. Подошел к президенту, президент вручил, но это все происходило как в камере гравитации, где нет весомости, да. И когда я опять пошел обратно к своему столу, я себе, где мой медаль? Я не чувствую, просто... Так был я взволнован, что этот момент, когда он вручал, как будто со своей памяти стерся этот момент. И когда подошел к столу обратно, я думал, где, Господи, медаль? Я не чувствую. Такой момент очень забавный, что я не ощущал, что у меня с собой ордена дружбы. Да. Это дали за большой вклад в развитие культурных отношений между Россией и Колумбией. Твоя юность прошла совсем в другой стране. Можно сказать, что ты отчасти русский человек, русская душа. Такое понятие тебе известно? Да, может быть, у меня есть больше в памяти, в воспоминаниях много того, что помогает мне понимать лучше, чем других людей, русскую психологию, русский менталитет. Отчасти, может быть, и я стал тоже, в некотором смысле
с русским менталитетом, да? Хотя мой язык и постоянно, повседневно я общаюсь на испанском языке. Но опять то, что я вернусь к тому, что я говорил, вот знание другого языка, тем более такого языка, как русского, где столько символов из-за литературы, из-за живописи, это даст тебе определенное образное мышление. И я думаю, что это большое богатство. Когда смотришь на мир, вот все интеллектуальные процессы ускоренным темпом идут, когда у тебя есть символы. Это прекрасно понимают и люди, которые делают кино, которые все художники, все артисты. Знание другого языка – это как бы освоение очень сложного символа, в котором есть такой объем памяти. Ну, это очень интересный момент. И поэтому отчасти я стал человеком русской культуры. Ты очень многого достиг благодаря образованию, полученному в России, в Советском Союзе. А Россия – страна возможностей? Ну, для многих так и было. Для многих, скажем, люди, которые приехали... Я знаю многих молодых людей тогда, которые стали потом бизнесменами. Я знаю одного человека из Индии, который крупнейший бизнесмен в Англии. Есть люди в Колумбии, которые стали очень влиятельными людьми в политике. Это легко дается? Нет. Дается. Есть препятствия, есть барьеры, которые ставят тебе на пути, потому что ты приехал из России. Но этот такой интеллектуально-боевая закалка в том смысле, что ты не будешь перед препятствиями останавливаться. Надо, как шахматист, смотреть с разных сторон, чтобы преодолевать препятствия. Я думаю, что это тоже закалка. Ведь Россия – это страна, которая за 300 лет стала державой. За 300 лет. Франции 1000 лет истории. Я не говорю, что у России нет тысячелетней истории, но преобразование Петра Великого стали только 320 лет тому назад. За небольшой срок времени Россия из социалистического строя стала другой. Я не говорю, что не буду оценивать, но мне кажется, что это огромнейший подвиг, когда такая страна не развалилась. Потому что многие так думали, а Россия стала вот такой уважаемой державой в мире. Потому что, как ваш поэт говорил, и я не устаю повторять, умом России не понять. Только аршином, в общем, не измерить. Да, это Тютчева, стихи Тютчева, да. Интерес в «Богате» к русскому языку такой сильный, что 75 лет назад был основан институт имени Льва Николаевича Толстого. Да. И я знаю, что сейчас ты являешься президентом этого института. Да, 2 года после того, как я вернулся из России. Как так произошло, что такое длительное время институт Льва Толстого в Колумбии? Да, конечно, я могу объяснить существование института словом «чудом». Это чудом. Просто чудом, что у нас есть такой институт в «Богате», потому что держимся в условиях рыночной экономики. У нас нет субсидий ни от российского государства, ни от колумбийского государства. Как я могу объяснить существование нашего института? Могу четко сказать, что в «Богате» есть большой интерес к русскому языку. Поэтому мы предлагаем языковые услуги. И за это наши друзья, студенты, которые ходят в институт, они платят за учебу, за русский язык, за уроки русского языка. А потом он как бы стоит особняком в самом престижном квартале, в самом культурном престижном квартале Богаты.
в центре политической и культурной жизни богаты стоит институт имени Льва Толстого. Это причем, что у нас вещают каждый день американскую пропаганду, которая сейчас усиливается. Да? И я думаю, что вот как бы экзотика, культура, величие русской культуры, это привлекает внимание наших людей. И они находят островок русской культуры в центре богаты. Рубен, ты как президент, поэт, дипломат, скажи, пожалуйста, несколько напутственных слов тем студентам, которые только начинают выбирать Россию в качестве своей будущей страны обучения или проживания. Но я точно могу сказать, что учеба в России откроет студентам прекрасные горизонты в своей личной жизни. И я думаю, что учиться в России даст новый мир каждому.